Как живут знаменитости, которые зарабатывают миллионы долларов в месяц? Снимают дешевые квартиры, ездят на разваливающихся машинах и велосипедах, одевают своих детей в обноски. И да, я не шучу. Я расскажу вам про настоящих звезд, которые не тратят деньги на роскошь, а предпочитают жить очень скромно. Такие есть и среди самых богатых людей мира. В конце покажу. Киану Ривз. Но начну с актера, которого знают все. Киану Ривз – человек-легенда, который, несмотря на свой статус звезды, ведет удивительно скромный образ жизни. Вместо того, чтобы обосноваться в роскошном особняке, он предпочитает временное пристанище в отелях, перемещаясь из одного в другой в зависимости от места съемок. Выбирает он не пятизвездочные и президентские сьюты, а скромные номера в заурядных местах. Этот актер не только блестяще исполнил роль Нео в культовой трилогии «Матрица», но и скромно относится к своему вкладу в ее создание, считая его преувеличенным, несмотря на то, что его гонорар составил целых 250 миллионов долларов. Более того, Киану Ривз проявил редкостную щедрость, раздав большую часть своего гонорара людям, работавшим над фильмом, от костюмеров до специалистов по спецэффектам. 12 каскадеров были награждены легендарными мотоциклами Harley Davidson в знак благодарности от актера. Не стремясь к роскоши, Ривз предпочитает простоту во всем, от одежды из масс-маркета до обыденной еды. В один из моментов его даже заметили на скамейке, наслаждающегося простым бутербродом и соком, что породило мем «Грустный Киану». Эта картинка стала символом его скромности и человечности. Трагедии в личной жизни, включая потерю невесты и диагноз лейкемия, поставленный его сестре, только усилили его стремление помогать другим. Ривз активно поддерживает больницы и исследования в области лечения рака, подчеркивая, что деньги для него – это последнее, о чем стоит думать. Этот человек точно знает, что счастье не в деньгах. Эштон Кутчер и Мила Кунис. А вот целая звездная парочка. Эштон Кутчер и Мила Кунис – это не просто блестящие актеры, но и люди, чья жизнь наполнена удивительными историями борьбы и трудолюбия. Эштон родился в небогатой семье в Айове, где с раннего возраста освоил важность заработка, будь то подработка на ферме или участие в школьных спектаклях. Мила, в свою очередь, приехала в США из Украины в детстве, и ее семья начинала свою американскую жизнь всего с $250 на руках. Их совместная история началась с работы на популярном телешоу, где они впервые и познакомились, но на тот момент о романе не было и речи. И вот, десятилетия спустя, став успешными и признанными актерами, они образовали семью. Несмотря на то, что сегодня Эштон и Мила являются одними из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда, они не забывают о своих скромных начинаниях. В своей повседневной жизни они продолжают придерживаться принципов экономии и практичности. Это касается всего от управления домашним бюджетом до воспитания детей. Эштон и Мила делают акцент на том, чтобы их дети, сын и дочь тоже понимали значение денег и учились ценить то, что имеют, без излишеств и чрезмерного потребления. Эта философия помогает им оставаться земными и не отдаляться от реальной жизни, несмотря на блеск голливудских премьер и миллионные гонорары. Дженнифер Лоуренс. Дженнифер Лоуренс – это тоже яркий пример того, как можно оставаться самим собой, несмотря на вспышки фотокамер и гламурные мероприятия. Несмотря на то, что ее появление на красной дорожке вызывают восхищение, в повседневной жизни Дженнифер выбирает комфорт и простоту. Она предпочитает джинсы и одежду свободного кроя, чаще всего выходит на улицу без макияжа, что делает ее похожей на обычную американскую девушку. Лоуренс умело использует аксессуары, такие как шляпы и очки, чтобы с легкостью сливаться с толпой и избежать нежелательного внимания. Дженнифер также известна своим непринужденным отношением к стандартам красоты. Она открыто говорит о своем несогласии с идеалом худого женского тела и не считает нужным отказываться от кулинарных удовольствий ради соответствия модным канонам. Вместо того, чтобы проводить время на светских вечеринках, Лоуренс предпочитает расслабляться в кругу друзей, смотря хорошие фильмы и наслаждаясь приятной компанией. Ее подход к финансам также отражает ее жизненные приоритеты. Дженнифер откладывает значительную часть своих гонораров на будущее и активно участвует в благотворительности, делясь своим богатством с теми, кто в нем нуждается. Правда, умничка? Рассел Кроу. Ну и куда без этого скромняги? За последние 2 десятилетия Рассел Кроу, известный своей ролью полководца Максимуса в фильме «Гладиатор», заметно изменился. Если раньше его образ ассоциировался с атлетической подтянутостью, то теперь перед нами совсем другой человек, приветливый и милый пухляж. Эти изменения частично обусловлены необходимостью изменить свою внешность для ролей в таких фильмах, как «Самый громкий голос» и «Неистовый», где персонажам Кроу требовалась более массивная фигура. Однако не только кинематография
кинематографические обязанности повлияли на его трансформацию. Рассел Кроу нашел свое убежище на собственном ранчо в Австралии, где он наслаждается спокойной сельской жизнью. Он настолько полюбил уединение и простоту фермерского быта, что шутит: переехать обратно в Америку его может заставить лишь катаклизм мирового масштаба или нашествие марсиан. Семья играет центральную роль в жизни актера. Рассел считает рождение своих двух сыновей самым значительным достижением. Несмотря на развод, его дети часто приезжают к нему на ферму, помогая с различными делами по хозяйству. В этом уютном семейном уголке живут также его родители и семья брата, что создает особую атмосферу тепла и взаимоподдержки. Поглощенный съемками и управлением ранчо, Расселу нелегко отвлечься на голливудскую суету или новомодные тренды, поскольку его жизнь теперь крутится вокруг семьи и природы. Дженнифер Гарнер. А что сказать про эту красотку? Дженнифер Гарнер – это не просто известная актриса, но и женщина, чья жизнь формировалась под влиянием строгих и религиозных устоев, которые прививались с детства. Родители воспитывали ее очень строго. Запреты на макияж и украшения, а также требования к скромному одеянию оставили отпечаток на всей ее последующей жизни. Эти уроки укрепили в Дженнифер чувство ценности денег и необходимость в экономии, что особенно пригодилось ей в начале актерской карьеры, когда гонорары составляли всего $150 в неделю. Сегодня Дженнифер – мать 3 детей и пример для подражания в вопросах скромного образа жизни. Она предпочитает велосипед в качестве ежедневного транспорта, что не только помогает поддерживать физическую форму, но и является экологичным выбором. Гарнер регулярно использует его для походов в супермаркет, на рынок и в магазины одежды, выбирая обновления для своего гардероба в обычных магазинах, несмотря на миллионные гонорары. Несмотря на статус звезды и возможность посещать гламурные мероприятия, Дженнифер остается верной своим жизненным принципам. Она предпочитает брать с собой на важные события не телохранителей, а своих повзрослевших детей, подчеркивая семейные ценности и близость в отношениях. Кира Найтли. Кира Найтли тоже не отстает. Звезда устанавливает себе четкие бюджетные рамки при покупке одежды, стараясь не превышать заданный лимит. В выборе одежды Кира отдает предпочтение простым и демократичным моделям, избегая известных брендов и не пользуясь услугами профессиональных стилистов. Этот принцип экономии и независимости проявляется и в ее подходе к развлечениям. Кира Найтли известна своим отказом от гламурной жизни. Она признается, что самые запоминающиеся и веселые вечеринки в ее жизни проходили в далеко не богемных условиях. Это подчеркивает, что для нее настоящее удовольствие и радость не обязательно связаны с роскошью и излишествами. Кира ценит простоту и подлинность во всех аспектах своей жизни, демонстрируя, что истинное счастье кроется не в вещах, а в искренних моментах и настоящих эмоциях. Сандра Баллок. Но скромность – это не самое важное, нужно еще уметь делиться, если тебе повезло в жизни. Сандра Баллок – одна из тех звезд Голливуда, чье имя ассоциируется не только с актерским мастерством, но и с благотворительностью. Девушка только Американскому Красному Кресту пожертвовала более $4 миллионов. Представляете? Ее личная жизнь также отражает глубокие ценности. Сандра усыновила 2 детей, стремясь предоставить им заботливый и любящий дом. Несмотря на то, что ранее она считала, что счастливая семейная жизнь в Лос-Анджелесе невозможно, и выбрала Новый Орлеан в качестве места жительства, где даже открыла свою пекарню. Последние годы она проводит в Беверли-Хиллз. Тем не менее, несмотря на переезд в один из самых престижных районов Лос-Анджелеса, Сандра продолжает вести довольно скромный образ жизни. Она не делает акцент на роскоши и блеске, предпочитая направлять свои ресурсы и внимание на благотворительность и воспитание детей. Сара Джессика Паркер. А помните, я говорил про звезду, чьи дети донашивают одежду? Сара Джессика Паркер, несмотря на свое состояние в $100 миллионов, известна своим скромным образом жизни, что делает ее одной из самых уважаемых актрис Голливуда. Ее прошлое сыграло ключевую роль в формировании такого отношения к жизни. Воспитываясь в многодетной семье, где на помощь приходили социальные службы, она из первых рук узнала, что такое нужда. Эти ранние уроки привили Саре и ее мужу, актеру Мэтью Бродерику, ценность денег и важность их бережливого использования. Сара Джессика утверждает, что они не приобретают новую одежду для своих детей, предпочитая, чтобы те донашивали вещи за своими двоюродными братьями и сестрами. Она даже призналась, что, возможно, никогда не покупала новую одежду для своего сына, за исключением зимнего пальто и обуви. Такой подход не только подчеркивает ее скромность, но и служит примером устойчивого потребления в условиях современного мира, где часто восхваляется потребительство.
Хейден Кристенсен. А вот еще один пример, когда деньги и узнаваемость лишь помогли определиться в правильных ориентирах. Хейден Кристенсен, известный своей ролью в «Звездных войнах», сделал выбор в пользу спокойной и уединенной жизни, далекой от голливудской суеты. Он вернулся в Канаду, где нашел душевное убежище на собственной ферме, вдали от внимания папарацци и славы, которая его так утомила. Хейден завел курятник, организовал конюшню, а также разбил сад и начал заниматься выращиванием органических овощей и фруктов. Энтузиазм актера настолько велик, что он даже самостоятельно вспахивал землю на своем небольшом тракторе. Когда его первый урожай принес доход, Хейден начал серьезно задумываться о расширении своих посевных площадей. Дополнительно Кристенсен заботится о сокращении экологического следа своего хозяйства, полностью переведя его на солнечную энергию и постоянно ища способы сделать свою жизнь еще более экологичной. Его стремление к устойчивому образу жизни стало еще значимее с рождением дочери Брайер Роуз, которую он воспитывает вместе с актрисой Рэйчел Билсон. Джулия Робертс. А как живут звезды первого эшелона? Джулия Робертс, несмотря на свой статус одной из самых успешных актрис Голливуда, известна своим скромным образом жизни и предпочтениями, которые кардинально отличаются от стереотипов, связанных с звездами ее масштаба. Ее слова о том, что у нее никогда не было столько платьев, чтобы считать себя настоящей леди, отражают ее земные взгляды и отношение к материальным вещам. Вместо того, чтобы гнаться за роскошью и излишествами, Джулия предпочитает жизнь, наполненную простыми радостями и домашними занятиями. Она увлекается выращиванием органических овощей в своем саду, что не только подчеркивает ее стремление к здоровому образу жизни, но и свидетельствует о желании быть ближе к природе. Робертс также сама вяжет одежду для своих детей, демонстрируя свои ремесленные навыки и желание уделять время созданию чего-то уникального и личного для своей семьи. Даже в уходе за собой Джулия выбирает простоту, как она призналась, используя обычный шампунь из отеля в качестве своего любимого средства по уходу за волосами. Робертс также избегает жизни в крупных мегаполисах вроде Нью-Йорка или Лос-Анджелеса, предпочитая спокойную атмосферу маленького города Таос. Этот выбор места жительства говорит о ее стремлении к уединению и тишине, далекой от шума и напряженности больших городов. Уоррен Баффет. А помните, я обещал рассказать про самых богатых людей мира. Уоррен Баффет – пример того, как чрезвычайное богатство может сочетаться с удивительной скромностью и прагматизмом. Несмотря на оценочное состояние в 72 миллиарда долларов, этот американский инвестор продолжает жить в доме, который он приобрел еще в 1958 году за 31 тысячу долларов. Этот дом не является символом роскоши, что необычно для человека с таким уровнем дохода. Баффет известен своими нестандартными для миллиардера привычками. Он не носит с собой мобильный телефон и не использует компьютер на своем рабочем столе. Вместо стремления к новейшим технологиям он придерживается проверенных временем методов работы и коммуникации. В области транспорта и питания Баффет также проявляет свою склонность к простоте. Он ездит на подержанном автомобиле и часто обедает в фастфуд-ресторанах, которые к тому же являются объектами его инвестиций. Его скромный стиль одежды – еще одно свидетельство отказа от роскоши в пользу функциональности. Однако простота Баффета в повседневной жизни контрастирует с его масштабной благотворительной деятельностью. Он известен своими щедрыми пожертвованиями в различные благотворительные фонды и обязался пожертвовать не менее половины своего состояния на благотворительность до конца своей жизни. Марк Цукерберг. Ну и самый главный скромняга интернета. Марк Цукерберг, основатель Facebook, является одним из самых узнаваемых лиц среди молодых миллиардеров мира, чье состояние оценивается примерно в 70 миллиардов долларов. Он стал миллиардером в возрасте всего 23 лет и с тех пор постоянно входит в число богатейших людей планеты. Несмотря на свое огромное состояние, Цукерберг славится своим скромным образом жизни. Марк предпочитает простую одежду, футболки и джинсы, избегая дорогих костюмов, что порой приводит к тому, что его называют самым безвкусно одетым жителем Кремниевой долины. Он также ездит на обычном Volkswagen с механической коробкой передач, часто посещает Макдоналдс и живет в доме за 7 миллионов долларов в Кремниевой долине, сумма, которая значительно ниже стоимости многих других домов в этом регионе. Цукерберг активно стремится упростить свою жизнь, чтобы минимизировать время, затрачиваемое на незначительные решения. Он уверен, что такой подход позволяет ему сосредоточиться на действительно
исключительно важных аспектах своей деятельности и жизни. Эта философия также отражается в его благотворительной деятельности. В 2015 году Цукерберг объявил о намерении пожертвовать 99% своих акций Facebook в течение жизни, что является значительным вкладом в поддержку различных социальных инициатив. Одним из самых крупных расходов Цукерберга стала покупка гавайского острова Kauai за $100 миллионов. Однако и эта покупка была обусловлена не желанием роскоши, а стремлением сохранить флору и фауну острова, что еще раз подтверждает его обязательства перед устойчивым развитием и сохранением окружающей среды. Достойно? Как вы считаете? Пишите в комментариях, буду рад услышать. И да, если вы любите интересные истории, умеете писать сценарии, монтировать или озвучивать ролики, то переходите в наш телеграм-бот по ссылке в описании, буду рад сотрудничать. Спасибо за просмотр, друзья!